Я не буду останавливаться, по какой причине произошло разделение комбината, но к нам в «Русал» он попал уже в разделенном виде. За нами было производство глинозема. Вот здесь примерно описано, так сказать, какие объемные ценовые параметры. То есть на площадке 3 производства: глинозем, цемент, сода, поташ. Мы основной перерабатывающий комплекс. У нас основная численность 2400 человек. На нас приходится 15% выручки. В конце 2007 года ситуация на внешнем рынке начала меняться. Здесь на второй странице примерные, так сказать, ценовые параметры, которые, так сказать, сложились на предприятиях до остановки. При этих ценовых параметрах убытки на единицу продукции у нас достигали 3000 рублей на тонну, более 3000 рублей на тонну. Плюс с падением производства алюминия на северо-западных заводах и Волгоградском алюминиевом заводе, так сказать, у нас ограниченные возможности были по потреблению глинозема. Мы рассмотрели вопрос передачи предприятия в строительную группу для того, чтобы могли использоваться вопросы, так сказать, внутреннего потребления цемента. И было принято решение по организации частичного перепрофилирования на производство цемента. Однако мы не смогли договориться между всеми участниками по новым экономическим условиям. Здесь вот на 3-й странице, скажем так, как нам казалось, так сказать, тот вариант, который бы организовал бы равную доходность для всех участников цепочки. Вот на сегодняшний день мы нашли понимание с поставщиком, с основным «Фосагро». Нами проводятся переговоры для того, чтобы, ввиду того, что эта ситуация она повторялась уже несколько раз, здесь нам ведутся переговоры для того, чтобы попытаться создать совместное предприятие с ними, потому что они и Базелцемент основные заинтересованные участники. «Фосагро» также потребляет гидрат. «Русал» потребитель одного из продуктов «Фосагро», втористого алюминия, и здесь существует возможность достичь долгосрочного условия. Вот на сегодняшний день 2 основных потребителя карбонатного раствора нефилинового шлама пока не согласовали нам условия, которые мы предлагаем. Однако мы думаем, что в ближайшее время мы сможем найти решение. Ладно, спасибо. Одна из проблем – это получение необходимых материалов с «Фосагро». И об этом мы еще в Москве разговаривали. До чего договорились? Пожалуйста, Волков Анатольевич. Владимир Ильич, действительно, мы не являемся представителями собственника, действующего на площадке, но «Фосагро» в лице апатита поставляет одну из основных сырьевых компонентов – нефилиновый концентрат. Соответственно, договор, который закончил свое действие в марте 2009 года, он действовал с 1 апреля 2006 года. Нами неукоснительно исполнялся. Договор предусматривал поставку нефилинового концентрата по фиксированной цене 1111 рублей на тот момент была, и ежегодно она индексировалась на индекс промышленной инфляции. Однако, не знаю уж по каким причинам, но с марта 2008 года объем потребления нефилинового концентрата был снижен в 2 раза. Соответственно, на наше неоднократное обращение объяснить ситуацию и что происходит, и какова будет дальнейшая судьба поставок нефилинового концентрата, мы вразумительных ответов на тот момент не получали. Единственное, из прессы узнали, что завод планируется полностью к перепрофилированию в цементное производство, что приводит к тому, что нефилиновый концентрат просто не потребляется. Соответственно, несмотря на это, мы продолжали ставить нефилиновый концентрат в соответствии с теми заявками, которые получали от Базелцемент Пикалева. В итоге по 2008 году мы поставили объем в 2 раза меньше контрактного, порядка 540 тысяч тонн поставили. Соответственно, себестоимость тонны поставленного нефилина составила на 2008 год 1340 рублей. В итоге по году мы получили отрицательную рентабельность по этому виду деятельности на ОАО «Апатит». Порядка 5-6% отрицательная рентабельность была.
Соответственно, с ноября 2008 года объемы потребления еще больше упали, и последний месяц отгрузки концентрата был февраль 2009 года. Соответственно, в январе 2009 года мы отгрузили порядка 8 тысяч тонн, 6 тысяч тонн в месяц. Это в 14 раз меньше от номинального объема потребления. В феврале была отгружена последняя партия 8 тысяч тонн. При таком катастрофическом снижении объемов производства себестоимость по февралю месяцу у нас составила 2717 рублей за тонну нефилинового концентрата. Соответственно, в ходе совещаний рабочих, которые проводились под руководством Игоря Ивановича, были выработаны ряд решений. Мы со своей стороны неукоснительно все исполнили. Сегодня утром получена директива от Росимущества, которая согласовала нам заключение контракта на тех условиях, которые были вчера оговорены. Цена поставки 750 рублей на срок 3 месяца до того момента, пока рабочая группа не определит дальнейшее ценообразование. То есть какие принципы должны быть заложены в ценообразовании, чтобы это не привело к плачевным последствиям на апатите. Поскольку нерентабельное производство там приведет к тому, что 14 тысяч человек, трудящихся на апатите, градообразующие для 2 городов, Апатита и Кировск, это 90 тысяч жителей. Там ситуация, если по рабочим местам смотреть, будет еще хуже в разы. Поэтому необходимо взвешенное решение. Мы со своей стороны готовы все сделать. 8 тысяч нефилинового концентрата сейчас находится на складах, готовы к отгрузке. Если будет подвижной состав сейчас, я сейчас начинаю загружать.